Как кажется, Магнус... Есть теоретическая вероятность, что Магнус еще сыграет матч на первенство мира классический? Да, конечно. Да? Ну, просто вопрос денег. Я абсолютно уверен. Вот так, да. Конечно, это вообще... Ну, это реально миллионы долларов в год. Конечно. В любой. Ну, конечно. Причем такие... По крайней мере, хочется верить в это. У него, на мой взгляд, большие довольно есть проблемы с самооценкой человеческой и шахматной. Но на самом деле практически во всем есть люди не хуже. То есть у него хороший дебют, очень недооцененный, но есть люди с дебютом не хуже. Че, ему много лет, он там... Его смена закончилась по-хорошему. Магнуса? Здравствуйте, уважаемые любители шахмат, меня зовут Илья Левитов, вы на канале Левитов Чес. Мы начинаем с Даниилом Дубовым новую серию видео, посвященную не чемпионатам СССР, как вы могли догадаться, потому что эту серию видео мы уже закончили, по крайней мере, всю ее записали. Эти записи будут посвящены более современным событиям, так сказать, напитавшись историей. Даниил обращается к тому, что находится очень близко от нас. Это матчи Магнуса Карлсена с Фабиано Курано и Яном Непомнящим. И обращается к своему опыту в том числе, поскольку на этих матчах он был секундантом Магнуса Карлсена. Даниил, добрый день. Добрый, Илья, да, как-то добрый день, очень официально для нас. Да, после всех чемпионатов СССР уже. Все уже, да, как бы? Да. Скажи, пожалуйста, ну, во-первых, я все-таки скажу тебе спасибо за чемпионат СССР от лица, так сказать, нашего канала, от моего лица. Это все-таки уникально большой проект, который мне доставил удовольствие не только тем, что он вообще появился у нас, а тем, что ты все время приходишь в студию, мы с тобой там общаемся. Это наверное, была часть согласен, вообще чемпионатов СССР. Да, это же какие-то сколько, 2 или 3 студии? 2 студии, наверное, мы сменили. Мы с тобой, помнишь, пытались посчитать, да, что за время записи этих чемпионатов СССР, по-моему, 3 чемпиона мира, 2 студии... Закончилась, прошла пандемия. Да, прошла пандемия. Вот то, что началось. Да. Да, то есть жизнь прошла, в общем. Да, то есть как-то Динг стал чемпионом мира и успел проиграть, там какие-то еще вещи происходили. Да, много всего прошло, в другой жизни уже живем. Да, а чемпионаты СССР как будто были всегда. Ну, собственно, так и есть по-своему, да? В принципе, все бьется. Да, ну и, соответственно, после истории хочется обратиться к чему-то свежему, новому, и мы обращаемся, наверное, к самому интересному и наименее освещенному, хотя у нас есть на канале видео Дмитрия Кряквина, по крайней мере, о первом матче. Второй пока вообще не затронут, поскольку еще, значит, свежие раны. Соответственно, мы обращаемся к тому, что дико интересно, что уже в целом история шахмат, Магнус больше не участвует, по крайней мере, на данном этапе не участвует в цикле розыгрыша звания чемпиона мира. Он сыграл 5 прекрасных матчей на первенство мира, и мы сейчас подробно, так сказать, к ним поступаем. Скажи, пожалуйста, как ты оказался в команде Магнуса? Как это произошло? Ну, как-то мне предложили, я согласился. Но на самом деле, то есть меня позвали для меня довольно неожиданно. Меня позвали в момент, когда мы знакомы были с ним шапочно довольно. То есть мы сыграли какие-то партии. Ну, он мне потом объяснял, у него есть такая штука, что ему в целом, когда кто-то доставляет за доской какие-то минимальные даже неудобства, его это как-то интересует. То есть он не то что начинает бояться, но он, в принципе, этого человека как-то пытается для себя, что ли, понять. И, ну, поскольку, естественно, там плюс-минус неограниченные финансы, огромное количество лучших шахматистов мира были у Магнуса на сборах. Причем там, ну, это сборы именно под Магнуса, да, это не такие сборы, где вы там спарринг-партнеры и каждый работает на себя, это все-таки сборы Магнуса, и эти люди, мне кажется, даже психологически на самом деле это влияет, что ты как бы, вот ты там 780 набрал, он тебя зовет, и ты как бы все равно именно психологически как будто в его свите оказался, да, то есть даже психологически такой феномен. То есть это все продумывается, да? Мне кажется, что да. Не случайно, кстати, на самом деле, вот из людей, которые с ним выходили на эти матчи и лучше всех бодались, не случайно Корякин и Каруана — это вот чуть ли не единственные 2 человека там из топ-20, которые на этих сборах не были у него, что люди жили свою какую-то жизнь. Вот, а я просто так получилось, что мы с ним какие-то первые партии, которые играли, мы, по-моему, первую играли, может быть, в Рапид в Берлине на чемпионате мира, что тоже как-то... Это год 16-й? 15-й, да, я как черными, на удивление, легко переиграл, у меня было выиграно, сыграли в ничью, ну как-то, видимо, у него осадочек остался. Потом мы играли, наверное, в 16-м году в Катаре в Блиц, там он меня как-то белыми забодал, но тоже там такая партия, то есть он как-то чувствовал, что я играл на победу, я действительно играл на победу, у меня, правда, может, была худшая позиция при этом, но как так, настрой он, видимо, оценил.
И мы как-то особо, мы толком не были при этом знакомы, но что-то мы пары слов могли перекинуться. У меня, справедливости ради, тогда был и английский хуже заметно. То есть сейчас все как-то привыкли, я там комментирую много на английском, сейчас английский свободный совсем. На самом деле мой английский очень сильно изменился как раз благодаря этой работе. Но тогда он был, ну, что-то обсудить я с ним мог, но, в общем, как-то ни туда, ни сюда. Вы не были там вот друзьями? Мы не были. Такого, да? У нас поворотный был момент, когда был Кубок мира в Грузии. Это, наверное, 2017 год. И там как так получилось, но я эту историю много раз рассказывал уже, что он вылетел во втором круге. Я во втором круге выиграл, оба матча закончились в основное время, и он как-то сразу не уехал. То есть он как там остался, там какой-то ужин, я помню, я там был с Василием Владимировичем Гагариным. И я как раз еще, я помню, Василию Владимировичу говорю, что можешь вообще предложить ему блиц поиграть. У меня какая-то всегда есть такая вообще Желание поиграть в шахматы? традиция. Ну, я не знаю, вот есть вот эта теория там, что блиц мешает, что типа играть на классических турнирах в блиц полный бред. Мне как раз наоборот, я по себе знаю, я на всех лучших турнирах играл там 6-8 партий в день. То есть мы, условно, с Сашей Рязанцевым, когда ездили, мы практически всегда играли чуть-чуть. То есть мне это наоборот помогает. Вот, и я как-то подумал, что почему бы и нет. Ну, наверное, он меня пошлет, но, собственно, что я теряю. Мы не были вообще практически вот знакомы, я говорю, то есть мы тогда, на тот момент, мы друг другу сказали слов по 10. И вот, и я к нему за ужином подошел, он сидит в окружении этой всей своей свиты, там папа, массажист, повар, там еще какие-то рандомные люди, условно, да. Я ему предложил поиграть в блиц, и он неожиданно, он просто мгновенно согласился, мы через полчаса там у него в номере играли. Ну, что-то пообщались и посмеялись, и как опять сыграли? же, вот ему, по-моему, по шахматному ему понравилось, то есть я проиграл, но я проиграл в борьбе. Ну, я проиграл, может, мы сыграли, условно, партии 12, вот что-нибудь типа минус 4 я проиграл. То есть нет, ну я как бы исправно набирал очки, там не было никакого, как сейчас говорит, вот говорят они, вот это adoption, да? Там? Adoption, да. Да, еще что-то, не, там и намека на это не было. Конечно, он лучше играл, он лучше как бы всегда играл. И до, и после, но в принципе вот это ему, мне кажется, запомнилось. На самом деле с Магнусом на 12 партий минус 4 набрать, это, когда он хорошо играет, это честно непросто. На самом деле, то есть, и я думаю, честно говоря, бывают дни, когда с ним просто никто в мире столько не наберет. Когда он играет свою лучшую игру. Даже Накамура? Мне кажется, да. Ну как вот, они же играли вот этот какой-то великий ночной матч, что он там... Ну, да, в Москве. Да, ну и он завершился, там, по-моему, плюс что-то много. Я ошибаться могу, но что-то, по-моему... много. Мы в и... эту ночь бухали с другими участниками турнира. Один из них сейчас занимает высокую должность в российской политической элите, поэтому не буду в суе упоминать его имени, но вот, а Магнус в это время играл в шахматы с Накамурой. Нет, ну они, кстати, может быть, сели там тоже не полностью оба трезвые, это я не знаю. Накамура, по-моему, говорил, что он был немножко выпивший. Ну, я не знаю, в любом случае, этот матч, это же на самом деле очень много лет назад. Вот очень характерный, мне кажется, был, они когда в Париже вот недавно играли какой-то вот этот как бы онлайн вживую, вот помнишь, был вот этот финал четырех, финал, да. Что да, там вот Феруджа обыграл Накамуру, все говорили, что будет неясный матч, Магнус его обыграл, по-моему, там... Ну, без Да, без то есть борьбы, там в какой-то момент там счет был под плюс 20, по-моему. Пока у нас Так, ну вы поиграли в блиц. Короче, мы поиграли, да? остались довольны друг другом и разошлись. Потом они в какой-то момент меня позвали на какие-то сборы, просто на сборы. Их как-то впечатлил, по-моему, ответ, что я как-то... У меня, в принципе, не было никаких далеко идущих планов, но я наметил в это время отдых. Потому что у меня не было никаких ни билетов, ничего, я как просто его наметил. Вот, я им как-то написал в том духе, что, в общем, я лучше... Отказал, да? Да, я как-то говорю, я лучше полечу отдыхать, что-то как-нибудь в другой раз там не уйдет никуда. И, в общем, в итоге, вот когда меня позвали на матч... то есть до матча вы не работали Все, вместе, да нет, да? в смысле, я вообще, я более того, там даже первый сбор наш, там Магнуса не было. То есть я Магнуса вообще увидел вот именно так, что уже мы стали общаться. На награждение, да. Ну, не на награждении, но реально вот в самый разгар подготовки, там какой-то второй сбор, там, по-моему, что-то такое. И вот, и как-то мне они просто, вот Нильсон мне написал, и что вот, мол, давай. И они как-то сразу перешли к переговорам. Меня, я помню, озадачило, что, ну, вообще мы не знакомы. С Нильсоном мы на тот момент именно не знакомы вообще, с Магнусом вот шапочно. Но, тем не менее, у них вот это очень хорошая, мне кажется, черта в команде, что... Ну, они, вот Нильсон особенно, ну, кстати, Фрес тоже, что, в принципе, люди очень хорошо чувствуют именно и тенденции, и куда ветер дует. То есть вот как только... Что это значит? Это значит, что как только появляется какой-то новый креативный шахматист явно с идеями, это никогда не минует их внимания. То есть там был, например, Феружа вообще лет в 14.
Я попал, ну, как бы это сейчас более очевидно, но, в принципе, меня вот как бы таким, условно, разрекламированным аналитиком-то сделали они. То есть я на тот момент, окей, я занимался с Борисом Гельфандом, у меня действительно было много идей, я был креативный, но об этом знало человек 5. То есть вот это заметить как бы издалека, это тоже как бы показатель высокого профессионализма. Я, кстати, помню, что потом, когда с Янчиком был второй матч, мы что-то долго с Нильсоном, значит, обсуждали. Я почему-то все переговоры, в том числе финансовые, вел с Нильсоном, все вот эти там торг. И вот мы только договорились, и он говорит: ура, слава богу, можем перейти к обсуждению шахмат. Я говорю: да, типа, ура, давай. И он говорит: и у нас, говорит, новый человек в команде. Говорит: угадаешь, кто? Вот именно, я угадал с первого раза. Но это вот именно, это разговор... Кто это был? Это был Жорди Ван Форест. Но это вот и есть именно показатель двух профессионалов. Что как бы вот да, я с первого раза угадал, потому что я тоже в этом понимаю. Но на самом деле в этом понимают не все. То есть я, например, часто, глядя на состав каких-то других команд, которые даже работали на матче, я несколько недоумевал. То есть мне казалось, что я бы, очевидно, на гораздо меньше деньги собрал намного более сильную команду. Например? Ну, например, есть люди, я не знаю, какой-нибудь, например, там Саша Предки, вот сейчас там Леша Сарана, может быть, какие-то люди не так разрекламированные, может быть, как условно Владимир Поткин там, или Александр Мотылев, но которые с моей профессиональной точки зрения, мягко говоря, не уступят. То есть нужен свежий человек, у которого есть идеи, который хочет работать, который что-то из себя все время продуцирует, да? Да, но просто еще поскольку игра очень быстро меняется, на самом деле лидеры в этом меняются тоже. И в этом смысле ты должен быть очень большим профессионалом, чтобы все время там отслеживать все турниры, смотреть, кто показывает яркие идеи. Эти люди же тоже меняются, это тоже... Ну, конечно, конечно. Да, это на самом деле игра... То игра... есть у Магнуса в команде это делает Нильсон, да? Ну, или они все в принципе, наверное, можно сказать, что все ну, как все, там, все это, условно, Густавсон, Нильсон и Фрассине — это такая вот устоявшаяся тройка. Нильсон, безусловно, в первую очередь и во вторую отвечает за координацию всего и поиск людей, но, безусловно, они обсуждают. То есть у них вот очень важные критерии, что им очень важно, чтобы хорошая атмосфера, чтобы человек был веселый и позитивный в целом. То есть там, ну, без имен, но там я знаю случаи, когда, условно, какого-то человека решили не брать просто потому, что вот он, тоскливый, как сейчас говорят, душный, да, знаешь, душный, вот, да, что просто только поэтому. И да, чтобы вот креативный и в идеале еще и молодой. Вот, собственно, я в 18 году и Жорди потом в каком 20, видимо, первом, что ли, мы под это вот отлично подходили. А скажи, вот в формировании команды, атмосферы, вот всего, какая роль Магнуса, какая роль ПХ Нильсона? Вот как бы так в процентном соотношении, скажем. Или Магнус задает общие направления какие-то? Именно формирование команды? Формирование команды и, собственно, работы потом. Ну, формирование команды, мне кажется, ну, опять, слушай, их трудно разделить, они всю жизнь, в принципе, вместе, да, и... Нет, Магнус, безусловно, называет какие-то имена. Ну, как правило, это те же имена, которые назову я или назовет Нильсон. То есть, в принципе, они мыслят схожим образом. То есть, Магнус может сказать, что попробуйте мне на сборы достать вот того. Типа, там, просто с ним поиграть, посмотреть, там, что это такое. Да, потом, ну, безусловно, я тоже знаю, что, условно, когда там идет какой-то торг, Нильсон может к нему прийти и сказать, что там Дубов просит, условно, там... $1 000 000. Неадекватно большие деньги, да, и что, ну, насколько нам это надо. Тот ему тоже может сказать, что нам это просто надо, или не так уж надо, или очень надо, например. Как в моем случае мне повезло. Вот, но, в принципе, они мыслят схожим образом. Дальше в работе мы всегда... исходили, ну, я всегда так воспринимал, что когда, условно, я Магнусу помогаю, мне всегда казалось, что я, условно, в роли такого своего рода вышкаленного официанта. То есть, именно в хорошем смысле. То есть, моя задача, там, любой человек может, особенно сейчас, на самом деле, даже тогда это можно было делать, что можно взять любой нормальный дебют и поставить. Магнусу. Ну, на самом деле, кому угодно. Дело не в этом. То есть, можно поставить без дыры. Это было там сложнее в 2018 году, в 2021 это стало просто. Сейчас это вообще занимает несколько дней. Это вообще полная ерунда. Но мне всегда казалось, что деньги платятся именно за то, что ты именно под человека это делаешь. То есть ты всегда спрашиваешь там, что тебе нравится, что тебе не нравится. То есть ты можешь принести какое-то направление, он там просто фи. Там ты не должен ему говорить, что не-не, там все проходит, все нормально. Ты ему говоришь, окей. Да, и то есть часто у человека бывают именно какие-то стилистические, очень своеобразные запросы.
И ты именно под них, то есть ты должен придумать ему абсолютно корректный репертуар, который при этом полностью коррелирует с его вкусовыми предпочтениями. То есть мы с ним, например, ну вот, скажем, я придумал ему вот эту испанскую, он всегда ориентировался на Marshall, в принципе. Там есть анти-Marshall SA4. Мы тоже обсуждали, он говорит, смотри, вот там с пешкой на b4, то есть там все ребята говорили, b4 ни одной проблемы. Он говорит, мне просто не нравится эта пешка на b4, я так не хочу. Я говорю, окей, там слон b7, там главная теория. Он говорит, там мне не нравится вот с ферзем на 1, там опасные позиции, у белых проверки, много учить, не хочу. Я говорю, а что ты хочешь вообще? Он говорит, я хочу какую-то здоровую игру, чтобы пешка оставалась на b5, и чтобы вот именно как бы common sense играл. Я говорю, окей. И ты вот, исходя из этого, ты начинаешь искать линию. Понятно. То есть как бы, продолжая аналогию ресторана, он говорит, хочется вот мяса, наверное, вот какого посоветуете? Да. Ну, то есть, вот, может быть, даже официант, я так вот, давай будет как-то более, наверное, так уважительно к себе. Сомелье, именно, да. Что ты, да. То есть, ты, как бы, что можно взять любой дебют, чувак, да, то есть, мы сделаем там все, что, в принципе... Ну, как бы, мы не можем тебе там поднять пирс, чтобы он уравнивал. Но, условно, вот эти все там попроще, посложнее, побольше конкретики, побольше здравого смысла, побольше игры рукой, побольше там острых с инициативой. Вот какие-то такие вещи, в принципе, он мог сказать, и моя задача была в том, чтобы такую линию найти. То есть, на самом деле, потому что я вижу, ну вот особенно, я это говорю без какого-то там персонального негатива, да, но то, что я вижу, вот именно, мне кажется, это российская школа, условно, Поткина там, и вот это как бы немножко, то есть немножко ровно наоборот, что мы навалились на пробел, эта линия хорошая, поэтому ты ее играй. И как бы тебя особо, вот как ни странно, там непонятно, кто решает. То есть, что в принципе, ну, насколько я знаю, там у Яна реально иногда так работал, он спрашивает, что сыграть, ему говорят, вот это. То есть, но тогда, то есть Магнус все решения принимал сам. Очень много было случаев, когда... Ну, например, вот сейчас уже можно рассказать, тем более, что он так играл потом. Все равно, вот мы обсуждали к одному из матчей принятый ферзевый. Он говорит, вот, было бы хорошо поднять принятый ферзевый, и чтобы везде плотно. Я говорю, окей, мы стали смотреть, но там вот есть третий ход Е4, там ребята придумали уже тогда, это было еще новинкой, потом это стало главной огромной теорией, вот линию b5, a4, c6, она какая-то очень острая, причем у нас была даже новинка там, то есть это как бы не было показано, но мы прекрасно понимали, что на таком уровне, в принципе, это знают все уже. И я тоже им сказал, я говорю, ребята, это даже нет смысла смотреть, ему это не понравится просто, что как бы он не будет так играть. Мы в итоге долго, то есть он там какое-то время не выходил на связь, у него были какие-то дела, мы могли быть на сборах без него, что в итоге, естественно, это кончилось тем, что он первый раз это увидел, он сказал, что no way. Типа, и все на этом. Соответственно, тогда на Е4 вот у нас не получилось найти какую-то линию, где он мог бы просто ручками играть и ничего не учить. Я ему говорю, слушай, ну вот все, что у нас есть на Е4, есть вот это, есть вот это, есть вот это. Я говорю, мне лично вот именно для тебя все не нравится. Он говорит, да, мне тоже. То есть я в этом смысле как-то еще очень быстро его понял. Это было тоже важное качество, что Магнус на самом деле не всегда баловал вниманием. И было очень важно, что часто время экономилось просто благодаря тому, что кто-то может сказать, взять на себя ответственность, что, ребята, окей, мы это бросаем, он все равно так никогда не сыграет. Но не было никогда, то есть вот этого, что тупо там сидеть и нажимать на пробел, это нам всегда казалось, что вообще не требует большого ума. И более того, нам всегда казалось, что главная задача, чтобы именно такую команду как бы интеллектуально превзойти. То есть, например, в матче с Яном тем же, нам казалось, ну, что вот главная идея, что вот это вот испанская А4 ладья Б8, там стартовая плюс 0.30, и вот во всех традициях вот этой вот российской школы, как я вижу, вот вам дали плюс 0.30, и вы весь матч туда долбитесь. Нам на самом деле это тоже очень комфортно, потому что мы всегда боялись, что Магнус что-нибудь перепутает. Тут мы с большой вероятностью получаем каждый раз эту позицию, мы ее очень глубоко посмотрели, он очень хорошо ее там понял и играет, и на самом деле мы страхуемся от каких-то там ненужных случайностей. Скажи, пожалуйста, а что значит забывает, да? То есть память не самая сильная его сторона? Нет, ну память, наверное, сильная сторона, но там кто угодно может забыть. То есть, ну, иногда забывает. А ты еще вот сказал, чтобы он не учил, а играл ручками. То есть это тоже такая определенная как бы линия подготовки была, да? Чтобы он всегда просто понимал... Нет, это главное вообще с ним. Нет, конечно, главное, конечно. Да? Нет, конечно, его самая сильная вообще сторона — это именно здравый смысл. То есть он, когда именно понимает планы, вот именно не в счет, а именно в планы, вот когда стратегическая борьба, он в принципе играет здорово.
То есть там даже какие-то ему там проблемы за доской поставят, которые мы не видели, он гораздо чаще разберется, чем просто если будет сделан какой-то рандомный ход в острой позиции в шотландской. Понимаешь, второй расклад ему гораздо неприятнее будет. То есть он ближе все-таки к советской шахматной школе, чем к индийской современной. Конечно. Да? Угу. Конечно. Это наш чемпион все-таки, да? Да. Но он и просто более того, на самом деле, он чем больше понимал свое превосходство вот в этих условно сложных стратегических позициях, тем больше он, на самом деле, мне кажется, начинал опасаться любых других. Но это по математике правильно. То есть мы, на самом деле, все эти матчи, мы-то гораздо больше боялись, что пусть они играют эту испанскую до посинения. Это выглядело, что, значит, ты собаке кость кинул, и вот отлично, мы весь матч будем эту позицию держать. Никаких проблем. Мы гораздо больше боялись, что просто, не дай бог, начнутся проверки на память вот по всему периметру. Какая-нибудь шотландская, какая-нибудь вот левая прямая испанская. Ну вот какие-то, знаешь, вот самые абсурдные. То есть можно даже без идей. Можно просто выйти, что-то, что у всех давно записано. Просто выйти и проверить какую-то линию, которую там 3 года он не играл. Шотландская, например, там для всех, мне кажется, профессионалов, это вот, ну, такая головная боль, она у всех абсолютно черными записана до ничьи. Тем не менее, условно, все равно раз в год, я не помню, еще где-то выйдет, сыграет ее на высоком уровне и выиграет с дебюта, потому что кто-то забудет. То есть, если ты это делаешь сравнительно редко, ну, рано или поздно люди перепутают. Я вот сейчас, например, понимаю, она у меня записана до ничьи разными способами. Если там сейчас меня посадить играть в классику, я буду довольно мучительно вспоминать. У меня именно, кстати, поскольку я работал с Магнусом, и у меня уже такое же видение, единственное, что я знаю линию, как получить контролируемо похуже, попытаться отползти, и к следующей я выучу. То есть, но да. То есть вот всегда был нужен план Б. Всегда именно вот контроль, что игровое похуже, ничего страшного, только чтобы не было вот единственных ходов, чтобы не прижимали канатом прям совсем. Слушай, ну хорошо, вернемся вот исторически, если хронологически, если рассуждать, вы вспоминать, вы поехали на какой-то сбор первый, да, там был Магнус, не был Магнус. Как вообще строилась работа при подготовке к матчу с Фаби? Слушай, работа строилась так, у нас был, по-моему, 3, мне кажется, сбора. Ну, один из сборов всегда был в Паланге. Вот к Фаби тогда, я помню, был первый сбор в Паланге, я его помню очень отчетливо, потому что Магнуса там вообще не было. Я приехал, собственно... Я просто помню, знакомство было с Нильсоном какое-то именно очень смешное, что что-то просто в лобби отеля я заселялся, он сидит в лобби, я с чемоданом захожу, он там типа хай, что-то хай, он говорит, ну да, что-то заселяйся, и в принципе мы сели... Работали, да? Да. Матч с Фаби, ну... Матч с Фаби во многом просто был, то есть это все-таки были немножко другие компьютеры, тогда еще можно было проиграть с дебюта и выиграть с дебюта. И мы во многом, то есть на мне была большая довольно ответственность, потому что я приехал, и я с таким опломбом сказал, что типа, ребята, типа того, что если вы хотите, чтобы я нес за всю эту ответственность, я говорю, давайте играть мои дебюты. И, собственно, ровно так, то есть реально мы играли Челябинский, мы, сейчас уже можно сказать, потому что много лет прошло, на D4, чего Фаби не сделал ни разу, мы собирались играть Грюнфельд, на секундочку, который я-то играл основным дебютом, и белыми вот у меня была куча идей в английском. Собственно, это вот и были наши главные такие идеи. То есть у нас в D4 мы что-то там попытались придумать на Ферзевой. Ну, мы не были от этого в восторге, не были в восторге в других линиях. И, собственно, Ферзевым нас быстро обучили, что туда соваться не надо. Но вот именно концепт был, что я такой, окей, я приехал, у меня куча идей в этом Челябинском Иерусалима. Я это играю основным дебютом и постоянно смотрю. И мы все это, конечно, углубляли и смотрели. Для меня очень важно было, это там тоже мы обсуждали... Там вот это интересный, кстати, момент, часто люди спрашивают, что на самом деле, когда ты договариваешься с ними, там всегда принципиально важный момент, можешь ли ты сам это использовать. То есть вот у меня был договор всегда, мне это почему эти все матчи очень помогли, что я всегда так договаривался, что ладно, пусть может меньше денег немножко, но что я договаривался так, что все, что изначально мое, я могу играть после матча. И тогда, ну, как бы ты просто получал лучшую команду мира, которая, ну, она просто на тебя работает в твоих дебютах. Это было просто изумительно. То есть я не мог, например, если там к какому-то матчу они готовили какую-нибудь французскую, я к французской не имел никакого отношения, да, я ее тоже анализировал, но как бы я не мог ее играть. Но поскольку, как правило, мы выбирали мои дебюты, то и как бы мне получалось вообще замечательно. Более того, там и команда Фаби, ну, по-своему на тебя поработала, вы же им это показали, они тоже там белыми идеи искали. Слушай, ну вот, значит, были сборы, а был сбор с Магнусом? Где да, он конечно. Был, да? И вот... что, как он тебе в работе? Как вот, ну как-то вот можешь описать, что такое Магнус Карлсон в работе над шахматами за пределами шахматами? Магнус Карлсон в работе над шахматами — это, в принципе, человек, который сидит с доской, никогда не сидит с компом, задает какие-то общие вопросы.
ему всегда нужен какой-то человек, вот я таким человеком был уже, ну, практически исключительно вот на втором матче, на первом я в какой-то момент к этому пришел, но мы это делили с Нильсоном, второй матч мне уже Нильсон сказал, что давай ты лучше это делаешь, типа давай сам, но что ему нужен был человек, который именно сядет и ему все объяснит словами и руками. То есть это я условно сажусь, я смотрю 4 дня какую-то позицию, он примерно... Ну, примерно, ничего не делает 4, ну, условно он там. Но он что-то приходит, что с кем-нибудь в блиц сыграть, там к этому в ноутбук заглянет, к тому там смотрит какие-то разные позиции, он говорит, а что там, что здесь. Он что-то спрашивает, но глобально так, он просто по чуть-чуть там следит. То есть он там был скорее нужен 80% времени, чтобы именно очень быстро получать обратную связь. То есть, на самом деле, все это на зубок учить, он все равно начинал уже вот в финальной стадии, где-то там за месяц до матча, он садился, и вот он реально форсировал. Он садился и начинал все это учить. Мне, кстати, кажется, это разумно. Там такие объемы, что на самом деле ты все равно не можешь это удерживаться в голове слишком долго. Это невероятная нагрузка на память, это вес, который невозможно держать долго. И вот, поэтому он просто следил, и он был в первую очередь нужен для того, чтобы ты мог ему показать, смотри, вот есть такая идея, можно попробовать углубить, нравится, не нравится. Если не нравится, то все. Как бы... У Магнуса всегда была такая, как бы, метода проверки идей, которая у нас называлась идиот-тест. Идиот-тест? Идиот-тест — это если ты придумал какую-то идею, ты должен сыграть ее в блиц против неподготовленного Лорана Фросине и победить. Если ты не победил, идея отвергается. А, вот то есть, если ты не выиграл в этой позиции у Лорана Фросине, то все, да? Да, идея не работает. Да. Причем я тебе говорю, слушай, вот это реально на 90% это не шутка. Это правда. Причем до этого там именно таким... сертифицированным идиотом был Хаммер, вот, но когда я пришел, Хаммера уже не было в команде, и вот был Фрес, как бы. Но, слава богу, я играл заметно сильнее Фреса, поэтому большинство идей пролезали, вне зависимости от их качества, можно было. Это была проблема у идей Йордана, кстати, потом, потому что Йордан, как выяснилось, абсолютно безнадежен в блиц. И Фрес просто лучше играл в блиц, как ни странно, и Йордану как-то, Йордан все мне говорил, что Йордан мне с какого-то стал говорить, что давай я тебе покажу, и ты с ним сыграй. Да. Слушай, ну а что-то был какой-то вау-эффект? Я понимаю, что ты профессионал, и, наверное, Магнус не произвел на тебя такого общения, какой произвел бы условно на меня, но вот что-то, какая-то тонкость оценки или быстрота. Да, то есть именно бывали моменты, но они есть на самом деле, что меня на самом деле трудно впечатлить. Мне тем более даже на этих сборах, я помню, что какой-то вот первый наш сбор, первые дни, он был что-то немножко не в форме, и мы какой-то сели, там один из первых блиц-матчей, мы что-то сели, я что-то выиграл чуть ли не 7-2 примерно. Причем там, я помню, там просто последняя партия матча, он сказал, окей, Нафтус, он просто зимнул белыми мат где-то в районе там 12-го хода. И мне ребята потом сказали, что мне Фрес говорит, что этот ушел злой, мне Фрес говорит, что типа, look, you can't do this. Я говорю, ну, как бы, что мне поддаваться? Он говорит, ну, хорошо, но не сбивай его ногами. Я говорю, мы сейчас вообще, ты реально думаешь, я могу контролируемо забить его ногами, а могу решить сегодня его пожалеть? Вот, но на самом деле у него, я обратил внимание, что... Ну, у него, на мой взгляд, большие довольно есть проблемы с самооценкой человеческой и шахматной. И на него на самом деле сильно влияло. То есть я обращал внимание на этих сборах, там, ну, условно, я был единственный человек, которого... он не мог там контролируемо в любой день обыграть под 0. Я вот обращал внимание, то есть мы практически каждый день играли. Вот он сыграет пару партий, максимум 4. Если у тебя все окей, он часто закончит. То есть он такой, окей, как бы, расходимся, условно. Вот он там 2,5 на 1,5, какой-то там он случайно выиграл, он чувствует, что как бы так себе. А вот если он там 3,1 или 3,5 на пол, он там будет играть до посинения. То есть ему очень важно было вот эту уверенность почувствовать, выиграть у тебя еще 5, еще 6 там и так далее. Для меня, ну и на самом деле у него в жизни тоже, то есть вот эта там идея бесконечно выигрывать футбол, баскетбол, там, падал, что-то еще, меня это озадачивало всегда слегка, мне это, например, не близко. То есть у меня как-то это очень сильно разделяется. Я могу тоже, меня может дико взбесить, если я сижу с кем-то на кухне, играю в блиц, и у меня не идет в матче на 0, это может быть. Но все остальное мне как-то, ну, типа, ладно. Понятно. Вот, поэтому как-то мы следили за тем, чтобы у него на самом деле настроение было хорошее, и ну как-то вот он должен был в итоге почувствовать, что вот он действительно все время лучший там. Ну, в его случае он такой есть, поэтому это было нетрудно организовать. Так что, друзья, то, что мы все сомневаемся в себе, это нормально. Даже величайший шахматист в истории сомневается. Ну, один из величайших сомневается в себе. Нет, это более чем. Мне кажется, как ни странно, иногда слабые шахматисты сомневаются меньше. Я, например, вот я реально понимаю, что мое именно вот, ну, что ли, эго, как ни странно, я просто ленивый, и мне абсолютно, причем нечем его подкрепить, я ничего не говорю. Ну, мне, например, проще, я не то, что там
Не то, что, грубо говоря, я сегодня как-то сыграю в Блиц, это будет влиять на мою уверенность или неуверенность через неделю. То есть я как бы абсолютно не придаю этому значения. А Магнус действительно, то есть вот он там пара плохих дней, он может загнаться реально. Он может там взять паузу с тобой играть и там избивать под 0 Ван Фореста, пока там он не почувствует, что вот он готов снова там тебе вломить там 6 подряд. Скажи, просто, что такое день на сборах? Ну, средний день на сборах. Как выглядит? День на сборах, ну, было 2 вида сборов, с Магнусом и без. Без Магнуса это, в принципе, шахматы нон-стоп, с перерывами на еду и, если тебе повезет, спорт. То есть ты встаешь, завтракаешь, вы садитесь работать, обед, ну, как правило, после обеда тебе могут дать час полежать, ну, как правило, опционально. Что после обеда, грубо говоря, всегда было, мне кажется, у нас какая-то такая рутина, что, ну, как бы ты в течение часа должен подойти. То есть ты можешь подойти через час, можешь сразу после обеда пойти, там, как кайф. То есть будет странно выглядеть, если ты всегда будешь этот час выжимать. Ну, бывает, что ты такой, я пойду там подремлю, подойду, окей. То есть там, в смысле, никто не засекал ничего. Ну, что, в принципе, что потом вы работаете до ужина, соответственно, ужин, работаете еще немножко, ложитесь спать. Соответственно, если тебе повезет, в это расписание где-то будет включен час спорта. На сборах без Магнуса за это надо было бороться. На сборах с Магнусом это было абсолютно неизбежно. И, ну, могло быть не час, а больше. Тоже все нормально, но, в принципе, времени... Ну, не то, что там убивались, да? То есть нормальный какой-то такой, ну очень напряженный, но все-таки человеческий график, да? Ну, не то, как рассказывал Борис, что они там ночами умирали за Крамника. Слушай, ну я не знаю, как они умирали. Опять, мы говорим про сборы. То есть я именно в плане эффективности этой работы, я для себя понял, что огромное значение имеет именно время суток, в которое она делается. То есть на самом деле, да нет, я думаю, мы на сборах работали, ну, каждый день там от 8 часов. Бывало и по 10, но просто как-то, поскольку был режим разумный, все было нормально. Плюс, опять же, там мы как-то всегда следили за тем, чтобы не сойти с ума. То есть мог где-то Магнус сказать... И как не сойти с ума? Ну, где-то мог Магнус сказать, что, ребята, ну явно всех сюда стало, давайте завтра выходной. Ну, там можете в бар пойти. Вообще как бы никаких проблем. То есть это именно было... Вот мне очень понравилось, мне Хенрик там сказал в какой-то момент на... Отец Магнуса. Да, на одном из первых сборов, вот первый матч, первый сбор, он где-то меня там отвел. И он тоже сказал, как-то он мне такую мотивационную речь немножко задвинул, что, слушай, там, нам важно, чтобы ты себя чувствовал хорошо, чтобы ты чувствовал себя важным, типа enjoy yourself. Класс. Как бы, да, что вот именно у них знаешь, по именно духу, то есть мы работали-то, может, не меньше, просто мне кажется, в этой вот советской и потом российской модели, я ж был на сборах там российской национальной команды много раз, я понимаю, как люди работают, там вот этот какой-то дух вот этих вот рабов на галерах, он абсолютно какой-то с этим ничего не сделает. То есть ты же руководил Российской шахматной федерации, это начинается с самого начала. Ты едешь на какое-то там озеро круглое, ты не хочешь там быть. Да, то есть там плохо кормят. То есть как бы в случае с Магнусом это ровно наоборот. То есть у тебя ты приезжаешь там куда-нибудь, там Испания, какое-нибудь побережье, там 5-звездочный отель. Очень хорошо. Если вы идете там условно обедать, там никто не бежит потом. Ну хорошо, если вы хорошо сидите, ну посидим мы лишний час. Ну, выпьет кто-то вина или не выпьет. Ну, как бы... Ну, понятно. То есть все по-взрослому, спокойно, да, профессионально, все всем доверяли, все понимали, что никто не халтурит. И, соответственно, ну, на следующий день больше поработаете. У меня, например, бывало, что какие-то сборы я там... Тоже я Нильсону сказал, что где-то у нас был какой-то сбор, по-моему, без Магнуса. Что тоже, я говорю, слушай, типа, вот я сейчас в режиме спортивном, я говорю, я буду ходить в зал где-то днем, там, пока вы пашете, но я зато буду после ужина, я буду каждый день сидеть там, условно, дольше. Он говорит, да, слушай, говорит, ты можешь вообще не сидеть. Ну, как бы, то есть, никто за тобой следить не будет. Паранойя какая-то есть? Была ли паранойя, в смысле, какая-то, вот, на тему, там, кто-нибудь солит анализы, что-то вот такое вот? На тему своих, мне кажется, не было никогда. Была паранойя всегда на тему, что хакнут. Она, может, не такая абсурдная. Я помню забавно, что когда второй был матч, там, что мы обсуждали, где мы будем общаться, и что я там говорю, можно в Телеграме, они говорят, не, Телеграм российский. Вот, и что мы общались в Сигнале, у нас там до сих пор эти группы в Сигнале остались. Но именно на спокойно, своих... Он к этому спокойно относится? Магнус? Да. А там, понимаешь, просто в случае Магнуса, там в этом есть прикол, что... Понимаешь, там... Нечего тырить? Нет, там есть что тырить, безусловно, но просто каждый отдельный раз, там прикол в том, он очень любит выбор.
И мы никогда не знали, что он сыграет. То есть не было ни одного дня, ни на одном матче, чтобы мы ему вот посылали, что играй это. Других вариантов у нас То нет. есть вы что-то посылаете, он уже сам там ковыряется, да? Да, но нет, он в смысле как, он ничего не ковыряется, он выбирает. Ну То понятно, есть он открывает. но сам. Нет, он не будет эти файлы перепроверять, он просто откроет, и ему всегда напишет там хорошее summary словами, помимо огромного там файла. То есть у них, например, вот это есть хорошая штука, мне очень нравится, что любой файл, он имеет две версии. Мне вообще они вот чему они меня сильно научили, что на самом деле вот в плане именно профессиональной работы, в плане именно качества вот чисто шахматной работы, аналитической, на самом деле там не то, что ничего не было, а реально, ну, моя оценка такая, что условно то, что мы вдвоем делали с Борисом, в среднем было лучше намного. Ну, не намного, но как бы лучше. Может быть, то, что вы делали с Борисом, было вообще лучше всего, что делалось в шахматах? Ну, нет, ну это, наверное... Ну, я имею в виду, что все-таки Борис Абрамович... Нет, на самом деле, на то время, безусловно, это мы были, так, я очень скромно скажу, в топ-5, вообще, возможно, мы действительно были лучшими, но, тем не менее, я, ну, все-таки матч на первенстве мира, я ожидал там что-то будет вот прям такое, там, я же слушал все эти байки тоже про эти ночи, там, анализы. Не, я на самом деле посмотрел, что вообще ничего такого нет, но зато они невероятно хороши в плане именно систематизации. Чего у меня никогда не было. Организация работы именно, да? Это даже не организация работы, это вот именно все, что связано с анализами, что все должно иметь человеческий вид, что любой файл, он доводится до ума, он причесывается, лишние варианты удаляются, там пишутся слова. Вот я говорю, у каждого файла всегда было две версии. Одна версия была полный такой файл, вот это простыня вариантов, одна версия была summary. Писать summary это всегда была такая самая сложная интеллектуальная задача, очень ответственная, потому что мы знали, что Магнус ленивый, он там на половину файлов он посмотрит только summary. То есть ты в summary с одной стороны должен был добавлять все самое важное, с другой стороны он как бы не должен был быть огромным, потому что это summary. Да, то есть там все лишнее удалялось, все файлы там, чтобы никаких там копий там не было, где в одной версии одно записано, в другой другое. То есть у меня, например, часто, на самом деле и сейчас бывает, и особенно часто бывало до той работы, что, ну, файлы тупо не доводились до ума. То есть ты сидишь, ты какой-то партии готовишься, у тебя там огромный файл, ты, грубо говоря, ты за вечер перебрал 4 разных дебюта, в итоге у тебя там условно родилась какая-то классная идея в Каракане, ты ее подробно посмотрел, ты в итоге вышел и выиграл в ней даже, но у тебя в этом же файле остались там ферзевый гамбит, что-то еще, в этом Каракане где-то линия, которую ты в итоге выбрал, она стоит не главной, потому что, ну, ты сейчас-то помнишь, тебе не надо его в моменте причесывать. Там именно всегда было, что, окей, пока ты не причесал, ты нового ничего не делаешь. Профессионально. Либо кто-то другой должен за тебя, то есть такое тоже бывало, что, например, на первом матче мне не сразу стали доверять писать summary, и это всегда работало так, что, окей, вот я все посмотрел, я должен сесть с доской типа с Нильсоном, я должен ему на пальцах все объяснить, и он садится писать summary, а я иду типа дальше страдать какой-то творческой фигней. Но потом это изменилось. А потом, да, вот второй матч как бы уже, ну, реально, что второй матч был для меня в этом смысле более тяжелым, на самом деле во всех смыслах более тяжелым. Потому что, ну, первый, во-первых, интрига была намного больше. Я был моложе, мой там первый матч, невероятно интересный матч. Его хотелось выиграть, действительно. И не казалось невозможным не выиграть. Ну и был там и Магнус первый раз, все интересно. И главное, что меня бросили на именно, я был такой, знаешь, это типичный блуждающий форвард, что мне не надо было. То есть вот я всегда искал идеи, все, ты что-то посмотрел, оно явно интересно, что везде там более-менее срастается, все, кто-то дальше пошел это зачищать, там где-то перепроверять, удалять хвосты, ты снова делаешь что-то интересное. А второй матч как раз вот у меня была двойная нагрузка, потому что с одной стороны вот мы с Форестом были два таких условно креативщика, которые искали идеи везде. А с другой стороны, в отличие от Фореста, то есть Форест был вот в роли молодого меня, то есть ему говорили, что все, найди идею, кому-то покажи, ищи идеи дальше, да. А мне надо было еще заодно, то есть я вот часть функций Нильсона я на себя взял. То есть я где-то и summary писал, в том числе и по чужим файлам, где-то еще. То есть я на самом деле, я по ходу второго матча, я понял, какую невероятную работу проделывает Нильсон. То есть мне по ходу первого, ну я как бы умом понимал, но все равно... Ну, эти объемы проще оценить, когда ты начинаешь делать половину этой работы. Ты понимаешь, что даже это очень много. И, то есть... Ну, он дико опытный, да, то есть... Да, но понимаешь, это такая работа, то есть он по большому счету, он сам вообще толком особо ничего не смотрит. Но у него гораздо более сложная задача, что он должен быть в курсе абсолютно всего. То есть у вас там куча направлений, и Магнус именно у него спросит на завтраке, а что у нас вот там или вот там.
И он всегда должен быть в курсе, вот где мы на передовой, какая сейчас проблема, где мы что выбрали. То есть у меня, например, по ходу первого, вот, ну, не матча, а условно цикла подготовки, у меня практически никогда не было, наверное, полной картины всего происходящего. То есть я прекрасно понимал, есть мои направления, там так получилось, что в первом матче, ну, они в итоге в матче стали главными, поэтому я так ощущал, что уже мне на матче было проще, что там действительно игрались только мои дебюты. Ну, я понятия не имел. Ну, условно, мы готовили какую-то там альтернативу Грюнфельду на D4. Я понятия не имел, что там происходит. Я понятия не имел, что происходит. Там какая-то была вот альтернатива Челябинскому, на всякий случай. Тоже там, я помню какая, но я тоже, ну, какие-то что-то люди смотрят там. Ну, я знаю первые ходы, но я вообще там понятия не имею. Нильсон знал ответы на все эти вопросы. И он, более того, вот даже каждый день заканчивался тем, что Нильсон, то есть у нас есть вот эта общая база анализов. Каждый божий день Нильсон все обновленные версии собирал, удалял старые, добавлял в эту базу и рассылал. То есть не было ни дня, чтобы я не мог утром открыть базу, в которой все самые новые версии всех файлов добавлены. То есть супер все организовано и очень четко. То есть вот в этом смысле, да, там никогда не терялись файлы. Я до сих пор, на самом деле, я всегда радуюсь, когда мне при подготовке вот какая-то одна из тех позиций, я думаю, господи, я сейчас открою этот матчевый файл, вообще не важно, сколько ему лет, он, по крайней мере, идеально сделан, там все идеи объясняются, там не надо вот это, ты в своих файлах там сидишь, господи, какой ход главный, непонятно, что там вообще, что я смотрел, какой бред. У тебя там главное может быть какой-то проигрывающий ход, потому что ты решил сыграть проигрывающую линию, но она проигрывает очень сложно, ты решил с кем-то блефнуть, у тебя даже не стоит вопросительный знак, ты там включаешь компьютер, смотришь, главная линия проигрывает, ты даже не сразу понимаешь, что так и было задумано. То есть там такого быть не могло. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, у Магнуса, безусловно, блестящая память, но и мы все делали, чтобы ему было максимально просто. Вообще никакой он... Слушай, приятный, то есть, ну, я на старте чуть-чуть вот удивился, я помню, что я его как-то первый раз, просто вот его первый сбор, первый матч его не было, я его в итоге увидел, что у нас был какой-то сбор недалеко от Осло, и что какая-то была идея, что я типа прилетел, по-моему, в Осло, меня встретили в аэропорту, вот заехали за Магнусом, и мы вместе едем куда-то в Подословье, значит, и он что-то сел в машину. Ну, и мы как-то хихи-ха-ха, то есть у меня, ну, ты меня хорошо знаешь, у меня своеобразное чувство юмора, оно уже тогда таким было. И я как-то изначально, я думаю, блин, ну как-то команда европейцев, как-то... Надо аккуратнее. Как-то да, то есть там все вот эти шутки такие как бы на грани. Что-то 10 минут мы проехали, там Магнус панчил так, что я понял, что я вообще тут не буду... То есть он веселый парень такой, да? Он веселый, причем там много именно очень черного юмора. Там были какие-то вещи, которые, кстати, я помню, я ему в какой-то момент, там, у нас даже был эпизод, что я ему сказал, не в мой адрес, кстати, было. Я ему говорю, слушай, ну реально, я говорю, ладно, он, ну как-то вы проехали, но ты мне так лучше вот это, что это что-то too much. Он говорит, ну я же не тебе сказал. Он говорит, я понимаю. Я говорю, ну ладно. Мы с ним еще какой-то один из, вот на самом деле, первый же день мы сцепились с ним, вот это было смешно. Первый же день пошли играть в футбол, и что-то сцепились. Я помню, я еще думал, как глупо, что что-то... Ну, это вот это Осло, знаешь, я туда еще летел с какой-то пересадкой, вот мы доехали до вот этого, значит, места в Подословье там и пошли... Мрачно все. Да, пошли играть в футбол, и там что-то какой-то футбол, ну, просто какой-то там эмоциональный футбол, что-то я его пару раз обвел там или что-то, он меня там что-то там обозвал, я у него переспросил. Ну, и что-то мы с ним действительно там потолкались. Самое смешное, нас разняли довольно быстро. Как-то футбол после этого быстро закончился, а я его вообще на тот момент не знаю. И он как-то так отморозился, знаешь, мы в такой гробовой тишине едем в гольф-каре, значит, обратно куда-то там вот от этого поля. Я еще сижу, я помню, у меня мысль, я думаю, как глупо, мне было вообще наплевать, что они меня сейчас это... Я, ну, не был одержим идеей прям там с ними работать, не то, что я считал, что какое упущение, господи, боже мой, я не поработаю с Магнусом. У меня была мысль, господи, я так неудобно сюда добирался, что сегодня же улетать как не хочется, я думаю, как глупо. Я в какой-то момент смотрю, что как-то он вообще так спокойно... Я его как-то так немножко по плечу похлопал, я говорю, ну ладно, погорячились. Он говорит, да, вообще никаких проблем. То есть он в этом смысле классный. Он может заводиться, но и ты можешь. То есть ты можешь там тоже что-то ему сказать грубое. Он абсолютно не примадонна. Можешь по ноге ему ударить на футболе. То есть он в этом смысле двойных стандартов у него нет. У него там шутки бывают, на мой взгляд, за гранью, но я мог ему сказать то, что угодно. И не раз это проверялось. То есть действительно он как действительно толстокожий и в обе стороны. Слушай, скажи, пожалуйста, вот такой вопрос больше для зрителей, для понимания. Вот, ну, мы говорим все-таки о
об одном из величайших шахматистов в истории, человек, который на протяжении там десятилетий обыгрывает всех, выиграл 5 матчей на первенстве мира и еще миллион всего. Что-то в нем есть, вот ты почувствовал, вот за счет чего он идет, или он просто хорошо играет вот в эту игру и точка? Не, ну у него, как сказать, у него есть качество, которое просто, на мой взгляд, оно очень полезное, и честно говоря, я ничего такого никогда не видел. То есть у него есть, на самом деле, все, что про него говорят, что вот универсально там, это все да, и у него, наверное, в среднем лучший набор качеств вот важных. То есть вот если смотреть, как, знаешь, там в каком-нибудь футбольном симуляторе делают карточки игроков, вот сейчас, кстати, Chess.com какую-то запустил, они стали делать карточки типа шахматистам, у него, наверное, средний будет самый высокий, но на самом деле практически во всем есть люди не хуже. То есть у него хороший дебют, очень недооцененный, но есть люди с дебютом не хуже. У него на самом деле недооцененный счет, то есть это не Гукич, но и может он посчитать на самом деле. Но тоже там есть люди лучше. У него блестящее понимание, людей лучше, наверное, нету, но, кстати, я думаю, там Со, например, очень близко, может, вообще не хуже. У него там характер, есть люди с характером. Но у него есть вот одна вещь, то есть то, как он играет эндшпиль именно интуитивно, вот это, я думаю, ничего такого никогда не было. То есть это вот, ну, я не знаю, все вот эти байки про Капабланку, я же вживую это не видел, по партиям там трудно понять. Ну да, он разумно играл, но на фоне того, что делает Магнус, это немножко азбука, но это и время было другое. Конечно. То есть трудно их просто соотнести. Но вот это просто бывало, да, вот у меня бывали такие моменты, что вспышка гениальности. То есть он в эндшпиле там делает серию единственных ходов, я не понимаю почему. Я говорю, он тоже мог так. Он говорит, я тоже не знаю. То есть он не тоже видит в этом именно логику обязательно. Ну у него, в принципе, бывает, даже вот когда-нибудь пьяный по минуте играет, стримит, у него бывает, ты смотришь, да, все окей, вот это я все могу, это я могу, тут он вообще не заметил того, что я вижу, там тоже, но потом бывает какая-то вот вспышка гениальности, что ему абсолютно очевидна какая-то вещь, которая тебе изначально в голову не приходит. И такое бывало в разговорах. То есть, в анализе, в смысле? Да, то есть, мы с ним часто, у нас были именно такие... как-то Антон Коробов, знаешь, сказал про одну из первых книг Бориса Гельфанда, что это такая книга, как «Разговоры с Гёте». Вот мы с Магнусом эти разговоры с Гёте могли вести там за обедом. Условно, то есть мы могли обсуждать какой-нибудь вот каталон, он именно очень любил на уровне идей, я тоже так люблю. А что мы будем делать, если они вот станут так и так, и будут стоять? Я такой, мы тогда встанем так, будем пограживать вот тем. Он говорит, а если они вот так? Я так попробую. То есть ему важно вот понимать позицию, чувствовать ее, да? Да. То есть он именно очень любит вот именно вот этот, эту бой на словах, знаешь, такой шахматный. Он говорит, и что ты будешь делать? Я вот так встану. Я говорю, на уровне идей я вот туда проведу. Ну, понятно, я это много раз видел. Да. Он мне говорит, а я-то... Это самое интересное вообще, наблюдать за этим. Хотя я за этим всегда наблюдал, когда вот с Володей был там, вот, ты за этим наблюдаешь, я, естественно, вообще не представляю, о чем они говорят, но это не имеет никакого значения, это очень прикольно, вот я бы прям хотел это передать. Но это было неоднократно в эфирах, но в жизни это по-другому, в жизни как-то это более это просто интересно. На самом деле можно же не так на это смотреть. То есть я, например, когда с молодыми шахматистами какими-то сильными стал там с кем-то заниматься, с кем-то близко общаться, я кому-то помогал, с кем-то мы там друг другу помогали, с Надиром тем же. С ним, например, такой разговор... С Надиром Абдусатторовым. То есть с ним, например, такой разговор вообще невозможно построить. Он говорит, конкретно, ты так, я туда, у тебя там что-то висит. Я говорю, ладно, это там, а если бы не висело? Вот мы с Магнусом такие, ладно, да, это вот тебе повезло, типа, ладно, допустим, не висело, вот давай допустим, ты получил то, что хочешь. Надир тебе просто скажет, как там висело, ты ходи пока, что значит вот там план, то она конкретная игра. Он на самом деле тоже прав, то есть можно так играть, что на ход, и что везде конкретно очень реагировать в кость, и твои все эти планы, они не будут работать. Но мы с Магнусом чаще видели это, что вот гораздо круче, если человек проводит план, гораздо круче, если ты понимаешь, как с этим бороться вот на уровне идей. Не на какой-то такой конкретике, то есть мы всегда так воспринимали, что вот конкретный вариант, окей, он складывается, мог бы не сложиться, а что бы мы делали, если бы не сложился? То есть для меня всегда самый убедительный аргумент, что человек что-то предлагает, ты ему говоришь, во-первых, ты зевнул вот это, главное, этого-то ладно могло не быть, но даже если бы этого не было, я бы вот так пошел, и вот с этим ты ничего не можешь сделать, этот ход у меня всегда бы был, да, условно. Вот у Магнуса такое же было восприятие. Но я к тому, что часто по ходу таких обсуждений, если позиция мне не была знакома и ему тоже, он вдруг мог сказать вот что-то, что, ты мгновенно понимаешь, что это правильно, но я понимаю, что для меня это мне это в голову бы не пришло.
То есть он видит какой-то, ну, я не знаю, какой-то безумный перевод фигуры, который там, вот я в моменте, мне не приходит в голову, что ее вообще надо было улучшить. То есть он предлагает какой-нибудь ход, и ты сразу понимаешь, что это блестящий ход, но мне в голову не приходит. Скажи, пожалуйста, как на матче ты не был, да, в 2018 году? Так я и потом не был. А, ты Ну, не в смысле, был. мы дистанционно помогали. Это, кстати, еще одна вещь, которую, я не знаю, они придумали или нет, это мы с тобой как бы off the record как-то обсуждали, но надо рассказать людям, что как раз они решили избавиться от тех самых грустных бессонных ночей в команде Крамникова, про которые ты рассказывал, таким образом, что всегда большая часть команды, она помещалась в другой часовой пояс. И идея была в том, чтобы мы работали, когда Магнус спит, собственно, в то время, когда у нас светит солнышко и все хорошо, и что, в принципе, мы как раз, типа, заканчивали за несколько часов до начала партии, то есть у нас там всегда был некий дедлайн за несколько часов до партии, мы посылали файлы, мы какое-то время должны были оставаться на связи, чтобы, если вдруг какие-то вопросы, быстро что-то оперативно ответить, решить. Потом, в принципе, начиналась партия, мы шли ужинать, смотрели там первую часть партии и ложились. То есть большинство партий я концовок вообще не видел. И на самом деле это невероятно повышает эффективность. То есть... Ну и плюс ты лишен нервотрепки матчевой, да? Ну, это я бы так не сказал, но... Нет? Да нет, ну я, честно говоря, и так я смотрел просто с удовольствием, я особо не переживал. Нет, я имею в виду, что ты не встречаешь его, потом он не выливает на тебя да, это негатив какой-то. Да, это тоже. Но он, мне кажется, вообще он очень хороший именно вот в распределении, таком довольно циничном, именно, что ли, обязанностей в команде. То есть там снимать его стресс будет папа, будут какие-то просто норвежские друзья, которые с ним ездят на матч. Это на самом деле логично, но это твои какие-то близкие самые люди. Ну, да. Я бы тоже, если бы я так мог сделать, я бы играл матч, но я бы самых близких на эмоциональном уровне людей я бы брал на матч, а эти шахматные гении, пусть они сидят где-нибудь там вообще там в другом конце света, работают и не делают мне мозги, пусть просто файлы присылают и все. Но работы на матче было больше или столько? Больше, конечно, всегда больше, да. Это мне сказал Фрес, я помню, по ходу вот сборов на первом матче, я помню, я ему говорю, ну вот как будто здесь мы готовы. Он говорит, да нет, ты не понимаешь. Говорит, это все, ну хорошо, но, говорит, там за матч мы там в 3 раза больше поднимем. Я говорю, ну как, ну мы же вроде все посмотрели. Он говорит, всегда так кажется, говорит, это уже можно даже не надеяться. Естественно, был прав. То есть так и было. То есть на матче другая глубина появляется, другая интенсивность, другая ответственность? Ну, это, слушай, это всегда, ты на матче просто, во-первых, выше ответственности. На матче еще плюс, извини, на матче ты плюс уже понимаешь результаты своей работы, да? Соперник тебе показывает, к чему он готов. Нет, ну, во-первых, они же с чем-то приходят. Ну да. Во-вторых, ну, просто тупо нервы другие. Слушай, ну я не могу, условно, это можно пытаться симулировать, но это все равно бред. Ну я не могу, я не знаю, я могу сидеть и 10 дней типа напряженно заниматься каким-то дебютом, но это ни в какое сравнение не идет с там эффективностью того, если у меня завтра есть реальная партия с реальным человеком, который дебют играет. Конечно. Я могу сейчас сесть и представить себе, допустим, я бы завтра играл там СО. Что бы я делал? То есть можно так пытаться заниматься. Вот у меня, например, белый СО, что мне делать? Это как бы неплохая форма занятий, но проблема в том, что пока реального СО нет, тебе кажется, что и так можно было бы, и так можно было бы, и так можно было бы. Потом, когда у тебя завтра реальный СО, тебе все это начинает не нравиться, и абсолютно по-другому мозг работает. То есть все равно ты, конечно, умом понимаешь на сборах, что это матч, но он еще не начался там далеко, то есть нет этого напряжения. Не, всегда по ходу матча, мне кажется, больше. Ну, да. Скажи, пожалуйста, как, ну мы уже так как-то в одном эфире про 2 матча поговорим, потому что интересно сравнивать. Как Магнус относился к Фаби в тот момент? Фаби в тот момент практически сравнялся с ним по рейтингу. Он относился к нему очень уважительно. То есть это был огромный контраст, если матч не помнишь, ну и Магнус считал, и мы все считали, что в принципе, ну понятно, что я уже большой шахматист там и все, но все-таки мы все считали, и Магнус в первую очередь, огромная разница. То есть он там даже какие-то вещи в плане суеверий там делал, там заранее была команда телевизионщиков, которая уже снимала вот, что именно мы выиграем. То есть там я просто помню, что где-то было, знаешь, там именно вот сцены были, где какая-то чувиха там норвежская, она реально открывает сцену, что вот, а сейчас вы можете увидеть там, как типа готовилась эта победа. Да, то есть даже на таком уровне. Понятно, что сама идея этой всей съемки в том, что он выиграет. Но тут именно в лобешник говорилось, что вот матч уже выигран. Знаешь, они заранее дубли сняли, чтобы 2 раза не ездить. Я просто офигел. И вот.
И он где-то там по ходу матча нам уже писал, то есть они же в Дубае играли, он там все нам писал, ну, уже, конечно, счет был хороший. Он писал: ребята, тут это после матча будет огромная туса, берите билеты, приезжайте, мы там суверенные люди, мы ему говорим: ты сначала выиграй. Он говорит: да я выиграю, вы не успеете, когда я выиграю из Таиланда, типа, добраться. Ну, действительно, не успели в итоге, ну, мы тоже неплохо отметили. А с Фаби было ровно наоборот, то есть он считал, что матч примерно равный. Он очень уважительно к нему относился. И было видно, что, ну, он с одной стороны нервничает, с другой стороны, ну, это вот интересная такая эмоция, что он как бы с одной стороны нервничает, с другой стороны, он, в принципе, не настолько боится, что ли, не выиграть каждую отдельную партию. Ну, я имею в виду с Янчиком, то есть вот матч, который изначально мы воспринимали, что все-таки, ну, блин, по силе игры это должен быть, ну, без обид, но как бы мы считали, что одноворотный матч. Он, кстати, на мой взгляд, там в итоге счет-то не отражает, как бы прям уж совсем. Но просто, что на самом деле, там вот эта серия ничьих, она, безусловно, давила на него. Что тут не выиграл, да? Там не выиграл. Да, на самом деле уже полматча, то есть он в итоге выиграл эту шестую, это же середина матча. Ну, да. Да, понятно, когда Магнус играет там на разряд лучше, а это просто был год, от не в обиду Яну, он играл на разряд лучше всех. Это не то, что Ян не был вторым шахматистом мира, я думаю, что был просто как бы вот год был такой. Что просто, ну, когда он повел, и он как бы, что все ничьи годятся, с ним очень трудно что-то сделать. С Яном это и случилось, там просто дальше, когда тебе надо с ним отыгрываться, ну, ты можешь просто сделать ничьи, а можешь попытаться пойти вперед. Ян это и сделает, в принципе, правильно, ну, понятно, что тебя с большой вероятностью обыграют. Ну, я в этом смысле считаю, что Ян делал правильно, нет большой разницы проиграть -1 или -4. То есть она есть для каких-то там людей там других. Я в целом считаю, что правильно пробовать надо, но просто понятно, что уже отыграться с ним невероятно тяжело. Но вот пока он не выиграл эту шестую, это что-то давило на всех, что уже ну как-то пора это заканчивать, знаешь. А с Фаби наоборот, он и изначально говорил, и по ходу матча, ну да, ничья, ну да, счет равный. Ну да, если что, тайбрейк за нас, ну да, мы не выиграем, но типа, а что, чувак очень хорош. То есть у него абсолютно не было... Нервотрепки на эту тему у не него было, не было... Ну, нет, ну нервотрепка, может, как бы была, но она была другого толку. У него не было, скажем так, именно негатива к себе, что он, типа, никак не может Фаби обыграть. То есть он изначально считал, что это абсолютно ясный матч, невероятно сложный. Он изначально считал, что тайбрейк, там, если что, перспективный. И, собственно, тайбрейком закончилось, но... То есть для него это, с одной стороны, мне кажется, было более нервозно в плане, что он просто какое-то время не был уверен, что он тупо лучше играет в шахматы. Но, с другой стороны, он и меньшие требования к себе предъявлял. Такой, знаешь, ну вышел черными, отбился там нормально. Белыми ничего не получил, ничья, ну типа тоже. Ну это нормально. очень разумно. Подход. Да, потом повторил процедуру. То есть, условно, с непомнящим он делал так же, что у него всегда эта стратегия, что все-таки там класс кажется. То есть он как бы так считает, что он настолько лучше играет, что в принципе ему эти матчи надо пытаться выигрывать контролируемо. Что он не будет особо рисковать, он до последнего будет играть спокойно и рано или поздно где-то выжмет вот эту свою великую шестую партию. На самом деле так и получилось. Но с Фаби у него, скажем так, это вообще не вызывало, мне кажется, никаких эмоций. Что уже, ну когда же он уже что-нибудь отдаст? Да не, ну не отдаст, играем дальше. Боялся проиграть? Вообще матч. Это как ты вот считаешь, это было бы трагедией такой большой? Для Магнуса? Ну, наверное, было бы. Наверное, было бы, да. Ну, у него вообще такое, мне кажется, и у Хендрика, кстати, у них общая такая точка зрения, и мне кажется, она, кстати, правильная, что вот этот концепт, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее, это я тоже считаю, что это полный бред, что все это, что поражение учат, это все сказки там для людей, не имеющих отношения к спорту, это красивые мотивационные истории, реально, конечно, гораздо сильнее там психологический человек, который все время выигрывает. И Магнуса в этом смысле, на мой взгляд, очень аккуратно вели. То есть он же, например, отказался играть в Казани, вот когда были претендентские матчи. Да-да. То есть он в итоге вышел на сцену вот уже этих циклов, уже будучи не просто номером 1 в мире, а безоговорочно лучшим шахматистом мира. И то был какой нервный этот Лондон. В 2013 году, да. Да, но просто Лондон, понимаешь, хотя бы имиджево, мне кажется, они считали. То есть их логика была такая, что ну Лондон длинный турнир, он может его не выиграть, но в принципе, если он не сойдет с ума, ну второе займет. Ну то есть он явно будет бороться за первое. Ну нет. Но, грубо говоря, статус останется. А вот какие-то вот Казань, какие-то короткие матчи, да, были. Короткие матчи по нокаут-системе, да тебя там кто угодно в первом круге может высадить, там дураков нет, матчи очень короткие, ты проиграешь одну, можно не отыграться, все-таки в Лондоне такого риска не было. И вот эта концепция, что в целом как-нибудь осторожно и меньше проигрывать, может лучше играть, но больше выигрывать, чем много играть, она всегда с ним была, и, собственно, вся его жизнь, мне кажется, этой формуле подчинена. То есть он и матчи эти также играл, что главное пока не проигрывать, что где-нибудь там справимся.
Соответственно, ну, стало бы. То есть там вся эта стратегия была направлена на предотвращение трагедии. Да, что как бы нет, смысл был именно в том, чтобы пусть выигрывать, то есть там лучше выиграть 4 матча на тайбрейках, чем выиграть 3 и 1 проиграть. Чем выиграть 3 под 0 и 1 проиграть. И это, конечно, да, я думаю, что стало бы. Особенно потому, что я видел, как он психует, проигрывая, даже просто как на его уверенность в себе именно влияет. Вот просто проиграть, там, условно, блиц-матч вечером на кухне. Человек все выиграл в жизни, как у него, от чего он может быть не уверен? А мне кажется, или это были победы? Мне кажется, это наоборот, это становится для него как бы дозой. Он без нее не может. Что он должен каждый день получать как бы подтверждение этому, он к этому уже привык, что ему без этого тяжело. Мне, например, вот у меня такого никогда не было. То есть... Ну, поэтому, наверное, все время и выигрывает уже. Для него это вопрос как бы... Слушай, ну, может, поэтому, жизни и смерти. А может, он выигрывает просто потому, что он невероятно талантливый и сильный шахматист, а это его такая особенность психологическая, не знаю. Нет, ну, у него это как-то причудливо сочетается с невероятной силой характера, что самые важные партии он всегда играет очень хорошо. То есть ему это на спортивном уровне не мешает никак, по-моему, даже помогает, действительно, ты правильно говоришь. Но, ну, вот по жизни, да, мне кажется, условно, Виши, ну, проиграл в чем-то, даже, может, расслабился. Понятно, что в моменте очень неприятно, но, в принципе, немножко отпустило. Магнус, мне кажется... Не отпустило. Да, не отпустило бы, да. Слушай, скажи, пожалуйста, он нервничает перед партией? Ну, вот условно, там, в штанину не попадает или так спокойно? Ну, я же не видел. Ты не на том не думал? Я на матчах-то не был, на турнирах нет, не нервничать. Ну, на турнирах и что нервничать? На турнирах никто не нервничает, особенно люди, которые миллион матчей на первенстве мира сыграли. Мне все равно. То есть ты нервничаешь, там самый важный турнир года, может, самая важная партия. Так, нет. Не знаю. У меня отложилось, я просто помню забавный эпизод, я не знаю, какая связь с твоим вопросом, просто я его рассказываю, потому что он интересный, что накануне тайбрейка с Фаби он написал, что, мол, это, выпускайте, значит, Дубова, что типа блиц поиграть. И я просто помню, мы сыграли, меня просто потрясло, я сказал ребятам, что все, я говорю, просто выиграет. Мы сыграли что-то типа партии 12, я проиграл, по-моему, минус 5, может, минус 4, я фантастически играл. Я просто посмотрел, я проиграл, типа, ну или, может быть, мы сыграли условно 16, я проиграл минус 5. Но я просто помню, я по своим меркам просто фантастически играл. Я посмотрел потом партии, я ни разу не зевнул, я ничего не подарил, я ни одной не выиграл при этом. И я как бы проигрывал только, мы просто нормально играли, и вот он выигрывал длинные партии на секундах, играя идеально там эти эншпиля, в которых вот в конце концов продавливал. То есть там не было никаких... Я реально круто играл. Я там где-то давил, он всегда защищал какие-то вот худшие, но там держабельные. То есть у меня просто, это просто фантастика. То есть я играл свои лучшие шахматы, у меня не было ни одного реального шанса. Я помню, сказал ребятам, там, все на этом. Там действительно 3-0 на следующий день. Ну да. Да. Вот, но да, я просто помню, что это произвело на меня впечатление. Что именно такой день, вау. Я еще наоборот, я так напрягся, там какой-то старт, по-моему, 2 ничьи. Я еще думаю, я чувствую, я хорошо играю. Я думаю, сейчас бы не обыграть его, да. А потом как-то я смотрю, нормально все, там он и сам справится. Слушай, а подготовка к матчу с Яном как-то отличалась стилистически от подготовки к Фаби? Ну, она отличалась тем, что в плане развития компов это вообще было уже другое время. И меня это вогнало, кстати, в глубочайший депресс, который до сих пор не ушел именно полностью, что... когда мы готовились к Фаби, все-таки компьютеры были несравнимо слабее. Очень много можно было находить идей, объективно хороших, замечательных, там целые новые направления, интересные. Было безумно любопытно. И сохранялся интерес именно такой, что ли, исследовательский. То есть, например, вот мы там бесконечно, мы все сборы готовили этот челябинский с конь d5 Иерусалима. Весь матч мы смотрели челябинский с конь d5 Иерусалима, и в итоге ни мы, ни команда Фаби после матча так и не могли сказать, и что в итоге, какая оценка там. То есть это было абсолютно другое, ты каждый день что-то новое. Творческое поле такое, да? Да, но просто я имею в виду, что тебе даже спать не хотелось. Вот у тебя было какие-нибудь 8 вопросов, которые тебя волновали. Вот мне было интересно в этом Иерусалима с ДЦ. Хуже или не хуже? Если вот так играть. И на самом деле поиск ответа на этот вопрос, он мог занимать недели. То есть тебе все время было, вот волновало меня, да, я такой странный, вот там, человек там для зрителей, да, вот фетишист, вот мне интересны шахматы, вот мне реально, вот там, мне для комфортной жизни важно было узнать, вот в Иерусалиме это хуже или не хуже. Ну, вот такой я человек, такая работа у меня. А как бы
уже когда он с Яном играл, в принципе, все эти вопросы, они занимали там от 1 до Нажатие 15 кнопки. минут, да. И уже просто это перестало быть интересным, и уже стало практически невозможно найти реально крутую идею на важном направлении. То есть я просто помню, мы обсуждали, я считал, вот в моем таком профессиональном жестком понимании у нас реально крутых идей к матчу с Яном было 2. А к матчу с Фаби примерно 20. И я помню, что я еще ехал на эти сборы, вот когда мы к Яну готовились с таким воодушевлением, сейчас мы, знаешь, опять сядем. Еще Форест появился, я тоже понимал, какой он креативный, на самом деле интересный должен быть в поиске идей. По идее, их будет вообще в 2 раза больше. Я думаю, сейчас мы навалимся, как старые добрые, там поднимем пласты, все. Ничего не произошло. То есть, Выколотили шахматы. Да? И причем это, чтобы зрители понимали, это вот, ну тогда шахматы были еще богаче, там, где-то там процентов на 20, чем сейчас. Ну, понятно. То есть этот процесс, он идет, к сожалению, только в одну сторону и довольно быстро. И как бы... Слушай, как ты считаешь, твой успех в Петербурге, когда ты выиграл чемпионат мира по рапиду, связан с тем, что ты с Магнусом работал? Ну, наверное, как-то связан. Но... Ты много вынес для себя из этой работы? Ну, что-то вынес. Слушай, ну это так трудно сказать, что... Нет, я, безусловно, вынес я очень много. То есть, скорее, вот то, что я потом несколько лет был вот по силе шахматистом такой, условно, слабой элитой или сильной подэлитой, это, наверное, это, в смысле, не наверное, это точно связано. То есть, я на многие позиции стал смотреть так же, как он. Он на самом деле очень хорошо объясняет. То есть, так же, как я ему объяснял руками вот какие-то вещи вот на уровне планов, я иногда... Безусловно, эти сборы как-то не были главной задачей моего совершенствования как шахматиста, но тем не менее я мог у него иногда спросить, что слушай, а вот это испанская, например, а вот ты вот, ну, на уровне идеи, вот ты по какому принципу там хода выбираешь, да, то все. И он мне, в принципе, откровенно отвечал, то есть он любил тоже такие разговоры именно вот на уровне общих идей. Делился спокойно, да? Да. И я на самом деле многие позиции, то есть даже если взять мой репертуар, ну как, я туда пришел, собственно, вот я тебе рассказываю, предлагая Челябинский и Грюнфельд, а вышел я в итоге оттуда, что я стал черным, там, главный дебют, именно испанская с прицелом на маршал и на все спокойные линии, спокойные ответы, и вот именно, что мы лучше понимаем позицию, и поэтому победим. И мы с ним, кстати, вот как ни странно, в этих всех вот спокойных испанских, там есть партии, но они реально выглядят как под копирку. Я выиграл, и он. Значит, там видно, что люди, это вот один и тот же робот играет, что мы даже не думаем, что вот один и тот же план, нас даже не волнует, что есть идея получше в моменте. Вообще, ты хочешь играть как дебил, ты хочешь везде один и тот же план, максимально шаблонный. То есть он в этом смысле, Магнус играет очень шаблонно на самом деле. То есть для него большинство позиций знакомы очень хорошо на уровне идей, вот именно структуры. У него есть какое-то видение. Вот карсбадскую структуру я играю вот так и так, то я играю вот так и так. То есть он всегда... он это супер хорошо знает. Да, он на уровне рисунка, он как бы мыслит шаблонами, и он в них очень хорошо ориентируется и очень хорошо понимает. Поэтому я у него что-то, безусловно, в этом смысле подглядел и подчеркнул, и, собственно, я стал играть вот эту спокойную испанскую тоже, и Карлсбад, например, я тоже стал играть, он мне очень много очков принес. А он, например, у меня научился, он стал играть каталон там и что-то там еще, да. Но именно к Питеру, мне кажется, это прямого отношения не имело, к Питеру, может быть, в плане, то есть процесс там только-только закончился, это все переосмыслить надо было, то есть Питер же был вообще буквально там через месяц, по-моему, после этого матча. Да, так что только в плане уверенности. Да. Единственное, в плане уверенности, то есть я с ним много поиграл на кухне. Ну вот я поэтому и спросил, с математикой у меня было неплохо, я примерно прикинул, что сколько я набираю с ним очков, и тогда, наверное, ну я понимал, что, в общем, кроме него-то мне бояться особо некого, что-то я так прикинул, что вряд ли с ним кто-то набирает сильно больше. То есть я всегда как бы в борьбе проигрывал, крайне редко, прям уж совсем в дикой, хотя я отдельные матчи выигрывал, но в принципе, ну я не знаю, какой-нибудь среднестатистический матч, но я бы проиграл там 6-3. Знаешь, там, на самом деле с ним 6-3, когда он в лучшей форме, так это поди сыграй. Ну да, но это мы видим, да. Да, то есть если ты просто можешь мне поверить, что бывают дни, когда у него невозможно выиграть, то на самом деле, если мы принимаем как данность, что типа невозможно выиграть, это ты делаешь на самом деле 6 ничьих из 9. На самом деле, поди сделай. Но он играет просто как он практически, ну просто, ну как, если человек не зевает, как ты хочешь его обыграть вообще. Вот, и... Меня не удивляет как раз, как люди там смотрят, он где-нибудь там на ческоме, он выигрывает вот эти матчи по плюс 20. Я такой, да-да-да, я знаю, как надо пропотеть, чтобы с ним минус 5 набрать, как бы, ребята, мне-то, я-то все понимаю, как бы. То есть он просто настолько сильнее других, да? Но это талант больше или что? Что вот это? Не, ну это и талант, и физика, и главное, ему на самом деле, чем более длинная дистанция, тем ему удобнее. То есть я вот это в Блице обращал внимание. Хода, да? Ну, именно средняя, да, у него игра не проседает, у него на самом деле не очень вот энергозатратная манера.
То есть мне, например, матчи, которые я выигрывал, но я с ним играл все время на разрыв аорты, через очень острый, мне никогда нельзя было зевать, мне надо было идеально считать, там вот это все, а ему, чтобы меня выиграть, надо было просто разумно ходить рукой, потому что она делает лучше, надо было просто получить эту позицию и ручками завести спокойно, потому что она делает лучше. Ну и тогда понятно, то есть то, что я делаю, невероятно энергозатратно, я мог у него выиграть матч из 10, вот супер адреналине и усилий. Но, например, из 20 я у него не выиграю уже просто никогда матч. Что с какого-то момента, ну, просто ты не можешь долго так хорошо играть. А он именно вот этот просто неизменно высокий уровень может очень долго поддерживать. Он все равно... То есть я даже вижу, ну, я знаю, как он думает. Мы с ним там могли обсуждать, вот мы блиц-партию играем какую-то, или он играет, я смотрю, или я играю, он смотрит. И мы параллельно обсуждаем, я просто вижу, как идет мыслительный процесс. Я понимаю, что как бы расход энергии небольшой. То есть, чтобы сделать один и тот же ход, нам может быть, ну, мы, может, пойдем-то одинаково, но я посчитаю в 4 раза больше. Он знает, что правильно. Да, это на самом деле наоборот, не то, что я талантливее. То есть, я вижу вещи, которые ему вообще не нужны, он и так знает, вот именно. У него именно поэтому часто бывает, он говорит, я тут зевнул, там зевнул. Ну, это как бы правда, но на самом деле это часть плана в том смысле, что он это допускает. Но он не пытается все высчитать. Ну да, он чего-то не увидит, но он все равно своей интуиции верит. Ну, сложится потом. Оно так и складывается обычно. Что с ним часто бывает, что тебя раздражает. Он делает какой-то ход, вообще он в один ход зевнул, но там какое-то чудо и у него складывается. Ну, опять, это не случайно. Он просто делает хорошие очень ходы. Слушай, скажи, пожалуйста, во время матча с Яном было ощущение, что это последний матч Магнуса? Или уже была информация, что это последний матч Магнуса? Слушай, информации не было. Ну, уже чувствовал, что уже задолбало все это? Или нет, такого не было ощущения? Ты знаешь, у меня такое чувство было именно интуитивное больше. Никакой информации не было. Вслух это никто не говорил. У меня, безусловно, было такое ощущение, ты знаешь, больше даже не по Магнусу, а мне казалось, что это скорее вот наш такой... То есть мне все-таки там эти люди из команды, они мне стали очень близкими. Да, то есть надо понимать, там, например, первый матч мы в Таиланде, второй матч мы хотя бы жили чуть-чуть раздельно, а первый матч мы жили в Таиланде все на одной вилле. То есть это у меня с людьми была одна вот то, что называется living room. У тебя твое личное пространство, это только спальня. Все. То есть ты встаешь, все, ты из комнаты вышел, там Фрес уже сидит. Я с этими людьми провел месяц, понятно, что это очень сближает. Возвращаясь, кстати, к моему английскому, я вот тогда резко прибавил. То есть это вот я первый раз погрузился, что именно... В языковую среду. Нет, ну языковая среда мне была не впервой, но что именно месяц нон-стопа. Не то, что даже когда ты один где-то отдыхаешь, но ты хотя бы где-то ты можешь побыть один, этого английского нет. Ты можешь там с кем-то там своим пообщаться. А там просто только английский каждый день и очень интенсивно, нон-стоп, тебе все время надо обсуждать, следить, там все. Вот, и... Ну, конечно, мы сильно сблизились, и, собственно, потом одно было изменение. То есть первый матч был Гранделиус, а потом вот вместо Гранделиуса был Жорди. Жорди тоже хорошо вписался, но несмотря на молодого Жорди, вот этот второй созыв, честно говоря, у нас у всех было ощущение, что это вот такой last dance. То есть у меня действительно было ощущение, что очень сильно, например, Нильсон постарел. Ну, как бы ему лет было изначально много, я ничего не говорю. Сколько выиграл матчей на первенстве мира? Никто столько не выиграл. 8 при случае. Да, и без поражений. Нет, так никто более того из чемпионов мира столько не выиграл, наверное. Да, чемпион мира по матчам. Да. Но, в общем, короче, да, вот у меня было ощущение... То есть, если, скажем так, матч 2018 года, мне казалось, что, ну, все там, возраст разный, ну, в принципе, это все такие там сильные, уверенные в себе, энергичные мужчины, то реально вот уже... С Яном как-то вот, ну, чувствовалось, что как-то все это делается уже через «не могу», что где-то люди там засыпали уже просто вот по ходу этой тяжелой работы, где-то в буквальном смысле засыпали. И, ну, они, на мой взгляд, все равно молодцы. То есть, надо понимать, я-то об этом рассказываю как человек, который прыгнул в последний вагон, они-то там еще виши обыгрывали. Да, и они всегда следили, я в этом смысле, наоборот, и хочу как бы запрыгать. То есть, тут зрителям надо пояснить, что мы говорим о людях, которым тогда было, ну, сколько было Нильсону в 21 году? Ну, там за 50 точно, наверное, да? Ну, дофига был, наверное, да. Ну, я не знаю, что такое дофига, но... Ему всегда было за 50 такое ощущение. Ну, вот да, но тогда, может, ему действительно стало за 50. Ну, то есть, это были люди, которыми всегда на сборах, там всегда был какой-то спортзал, всегда они за собой следили, все-таки, то есть там ни у кого, например, кроме, наверное, как раз Нильсона, но Нильсон просто здоровый, там для такого роста не самые впечатляющие были цифры, ни у кого не было лишнего веса, ну, вот у Нильсона был небольшой, наверное, и все. Там с Густи мы вообще, например, были такие Джим Бро всегда, что мы всегда пытались как-то слинять в зал.
Фрес там, ну хорошо, не зал, но он бесконечно с ракеткой, любая игра, он там очень активно играет, он такой сухой, поджарый. То есть, скорее наоборот, то, что я говорю, для меня Last Dance мне просто было немножко, может, грустно, потому что вот как бы заканчивается, типа, не успев начаться, но для этих-то ребят, на самом деле, ну, как бы фантастический такой был реально цикл. Эта команда прошла, всех победила, и вот это ощущение было. Что дело не в том, я, честно говоря, не думал тогда, последний ли это матч Магнуса, я подозревал, что нет, но у меня была мысль, что вот именно если это не последний матч, то, безусловно, костяк команды очень сильно изменится. Что вот, что если мы соберемся еще через 3 года, грубо говоря, ну просто физически тяжело будет этим людям очень. То есть я просто почувствовал, что уже вот грань близка. У меня сил еще было много, но я моложе в 2 раза, понятно, а как бы, ну, ребятам было видно, что тяжелее. Вот в этом смысле, да. Слушай, скажи, пожалуйста, последний вопрос. Тебе как кажется, Магнус, есть теоретическая вероятность, что Магнус еще сыграет матч на первенство мира классический? Да, конечно. Да? Ну, просто вопрос денег. Я абсолютно уверен. Вот так, да. Конечно, это вообще. То есть просто мало платили за такую тяжелую работу, да? Да. Не, действительно мало платили. Ну, нет, конечно, так я серьезно говорю, я не иронизирую. Да нет, просто Магнус... Потому что матч на подготовку. Магнус, надо понимать, что он просто по сути своей, он все-таки реально европеец из там капиталистической страны, у которой все очень хорошо. Глазами Магнуса, ну, у него есть эти спонсорские контракты, да, то есть там человек зарабатывает, ну, я не знаю, я не люблю читать чужие деньги, ну, сколько, ну это реально миллионы долларов в год. Конечно. В любой. Ну, конечно. Причем такие, по крайней мере, хочется верить в это. По крайней мере, причем при случае миллионы там от 5. Но просто даже если не от 5, понятно, что у него все эти спонсорские контракты, это во многом потому, что он лучший в мире, там номер 1 в мире, вот это все. Дальше что, они играли там эти матчи, я не помню, ты, по-моему, выигрываешь матч, получаешь, по-моему, 2,5. Нет, так это супер, как ты 2,5 не получаешь? 2,5 это сейчас был призовой фонд матча. матч. Ну хорошо. У него был призовой фонд матч, по-моему, 1,5 или 2 миллиона. Ну я, короче, к чему это говорю, что там не хитрая математика, что, грубо говоря, ну подготовка, я просто прикидывал. Там, я знаю, сколько я получал, примерно сколько получали ребята, я видел, где мы жили, я понимаю там траты. Я думаю, что подготовка реально всегда выходила под $1 миллион. То есть оставалось на орешке. Да, что как бы подготовка выходила под $1 миллион, плюс ему на самом деле это всегда как бы... Ну, надо понимать, что это $1 миллион ты тратишь. Еще есть какой-то $1 миллион, который ты не зарабатываешь в то время, когда ты занимаешься этой подготовкой, да, то есть он там... Да, то есть ему приходилось очень себя там в чем-то ограничивать, особенно там ближе к матчу. Дикие нервы, очень много учить. Он действительно ближе к матчу там очень сильно менялся режим, с него появлялась диета, много спорта. Он же любит жизнь на самом деле. Ему действительно приятнее сидеть там пьяным, стримить с сестрами Ботес, это нормально, это потому что он здоровый человек. Конечно. Да, и... Ну, просто риск-реворд. То есть они в какой-то момент, мне кажется, просто решили, что... Посчитали. Да, то есть, мне кажется, там логика была как бы такая, что, ну, с Фаби, во-первых, ну, надо было все-таки... Ну, сниматься с Фаби было нельзя, во-первых, просто тупо. Плюс там была какая-то надежда, по-моему, на какие-то очень большие деньги. Потом с Яном они, ну, вот да, что сыграли, и дальше там пошло обсуждение, насколько я знаю, что Магнус очень хотел, то есть он бы, видимо, согласился бы играть, если бы поменяли формат. Как я понимаю, в фидешнике не поменяли. В той или иной форме, да, можно там обсуждать в мягкой или в жесткой. Он, насколько я понимаю, остался недоволен, но как бы они в итоге его послали с этим, и, ну, ничего хорошего не произошло, да. Вот, и он ушел. Ну, я не знаю, я бы на его месте тоже. Я вообще не понимаю, он очень рациональный, на самом деле, во всем, что делает. Нет, это разумно абсолютно. То есть я стал к нему хуже относиться после вот Нильсона, после Нимана, после всей этой саги, именно по-человечески, вот этот момент, который я не очень понимаю. Но это не делает его каким-то там менее рациональным человеком или каким-то там нелогичным, не таким. То есть, да, нормально. Че, ему много лет, он там, его смена закончилась по-хорошему. Магнуса? Нет, ну я имею в виду на уровне вот именно не силы игры, а именно возрастном. Ну хорошо, он победил то поколение, он победил свое поколение. Мне кажется, для него вот в этом еще был какой-то вот переходный такой, ну что хорошо. Там Фабий непомнящий, это типа дело чести. Условно, Гукиш это уже типа не моя война. Мне кажется. Мне кажется, да. То есть он не возбудит его, да, скорее всего? Мне кажется, ну как-то... Нет, ну опять деньги дадут, возбудит. Он, безусловно, считает, что он его легко обыграет. Это я уверен. По крайней мере, сегодня. Я думаю, кстати, что он прав. Но вот глобально на уровне эмоциональном...
То есть там Ян, понимаешь, там всегда был какой-то челлендж. То есть Фаби, например, с Фаби он играл, ну вообще там разница в рейтинге была копейки, понятно, что он хотел как-то расставить точки над «и». Да. С Яном, когда они начинали матч, у него вообще был отрицательный счет на момент начала матча, Ну по-моему. да. Да, и это по ходу матча там изменилось сильно в другую сторону, и потом он, по-моему, еще добавил, но тогда было так. А Гукиш, ну что ему доказывать? Как-то... Не его, да. Да, да, то есть Магнус в этом смысле, мне кажется, так. То есть даже матч с Яном было видно, что на него вот это давит. Что именно в плане самооценки, ну типа я выиграю, никто ничего не скажет. Ну типа, конечно, ты выиграл. Что именно это такой, знаешь, отрицательный фриролл эмоциональный. Что ты можешь только выглядеть хуже, если не выиграешь. А, в смысле, чтобы кого-то впечатлить в матче Карлсон не помнящий, ну сколько Магнус должен был? Он и так выиграл, сколько, по-моему, плюс 4. Матч сыграл гениально. Не, ну он просто выиграл плюс 4, люди ухом не повели, такие типа, ну да. Ну а что вы хотите? Там, очевидно, второй шахматист мира. Выиграет потом еще раз претендентский. Ну да. Что, человек просто плюс 4 без поражений и как бы отмахал человека, который там... Плюс 5 потом выиграет на следующий год. Причем с дикой доминацией, именно с дикой доминацией Да, он выиграет да. второй претендентский. Первый-то еще в борьбе относительно, а второй просто в дикой. Ну как бы, что вы хотите? Великий, что сказать. Хорошо, Данил Дмитриевич, спасибо тебе большое. Будем смотреть партии, поскольку Будем. этот эфир будет до. Будем, обязательно будем. Все, спасибо. Да, спасибо. Пока.